взрослыми ребята разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Всем привет! Это канал «Двое в лодке», и сегодня мы отправляемся в еще одно наше путешествие. Оно также будет проходить по реке Оке от Рязани до города Мурома, до нашего города. Поездка у нас займет 4 дня, 3 ночи. Надеемся, мы найдем какие-нибудь классные, необычные места, возможно, пески или, наоборот, лес. Обязательно вам покажем. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и смотрите наши видео. Мы сейчас приехали на слип, мы находимся в Рязани, получается, да, это у них затон, Борковский или как-то так называется, кто поправит, если я неправильно назвал. И сейчас мы из затона выйдем в реку и пойдем вниз по течению. Впереди нас ждет 2 моста наплавных, под которым нельзя пройти, то есть мы будем надеяться, что для нас их разведут, хоть у нас лодка и не регистрат, но может быть и нет. Поэтому тогда мне придется перетаскивать много вещей, вон они сзади меня. Вот. Но надеюсь, что этого не произойдет и все пройдет удачно. Так что обязательно подписывайтесь, потому что в основном все смотрят без подписки, и мы каждый раз грустим, когда это видим. Поэтому подписывайтесь на канал, и вам будет много-много добра. Да, еще, кстати, здесь рыбина только что плескалась. Какая-то, видимо, крупненькая. Я уже хотел достать был спиннинг. Вот он, кстати. Но время, кстати, у нас уже сколько? Очень много, поэтому срочно да, и ехать. Поэтому спиннинг был не вариант. Время сейчас у нас 3 часа дня. По сути, мы уже через час должны вставать на лагерь. Палатку разбивать и так далее. А мы еще не выехали. Под дорог от зорниц грозы седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков синь соколиная высь. Здесь под покровом небес мы родились. В общем, мы остановились на небольшой перекус. Места очень мало, здесь все занято практически, людей вообще полно, кстати. То есть мы даже удивились слегка, то, что так много здесь народу. Хотя на слипе лодок практически не было и прицепов каких-либо. Ну, лодок-то понятно, что там нет, я имею в виду, прицепов не было. Вон Даша уже раскладывает наш перекус. Там кофе сейчас будем заваривать. У нас еще бутербродики остались. Ну, а потом еда закончится, нужно будет переходить на рыбную диету. Ну, если нам повезет, конечно. Ну, и вообще мы много еды с собой не брали, потому что думали, что если мы не возьмем много еды, то у нас будет мотивация поймать рыбу и что-то с ней сделать. Потому что, как правило, когда набираешь много еды, то потом ты наешься этой колбасы там и бутербродов, и тебе уже не хочется никакую уху варить, там, не жарить ничего. И рыбу либо отпускаешь, либо забираешь домой. Но здесь нам ее забирать некуда, поэтому мы будем ее есть всю. Так, ну что ты у нас тут приготовила? Лепешки из тандыра. Я смотрю, ты их уже в тандыр отправляешь, да, в свой? Куда надо. Сосиска в тесте, самса,
Нормально. А что там с кофеечком-то? Сейчас. Так, давай посмотрим, что у нас там с кофеечком. Вот такая импровизированная защита от ветра. Так. Он практически уже закипает, это хорошо. Кстати, напомню мне в следующий раз достать стабилизатор. Водичка очень теплая. Да, вода теплая. Я думаю, что я сейчас даже здесь занырну немного. Хотя здесь яр, здесь сразу глубина, поэтому купаться будет не очень удобно, но все же Водоросли. нужно немножечко освежиться, так скажем. Сейчас покажу вот какое место, где мы встали. Везде народ получается. Там. Да, народу здесь полно. Все хорошие места заняты. Так что вот так вот. В общем, мы кушаем и потом продолжаем свой путь. Оставайтесь с нами и обязательно подпишись на канал. Подпишись. Вот. Потому что если ты не подпишешься, то мы приплывем прямо к тебе. Хотя нет, так ты быстрее не подпишешься. Так что не приплывем. Просто подпишись и все. Тебе прям будет 1000 спасибо от нас. Кофе готов. Поэтому сейчас мы отведаем. Кстати, какой из них мой, какой этот. Этот. Это твой? Разбавленный. Это мой разбавленный. Так, а у меня самый, что ни на есть, крепкий. Ой, немного накосячил. Ну ладно. У нас тут уже начинаются какие-то танцы. Так, танцы с пирожками. Что на тебя так от самса подействовал? Восточные танцы сразу же начинаются после нее. Это пирожок вообще-то с картошкой. А я думаю, что они у него такого положили, что ты сразу такая веселая стала. Хорошо, что это не астральный кекс. Куница. Вон она. Смотри, она смотрит прямо на нас. Только что вы увидели куницу. Так интересно, она выбегала на берег. И вот такой нам плот встречается. Интересно, сколько там человек с палатками, двухэтажный. Будем проезжать мимо и обязательно заснимем. Ну что, ребята, вот и солнышко заходит. И этот день подходит к концу. А мы нашли классное место. Сейчас я вам его покажу. Даша уже облюбовала его и кинула сюда свой жилет. А место, собственно, выглядит вот так. Вот где мы сейчас находимся, это остров. И получается, вон там следующий остров, а за ним еще один остров. То есть здесь такая сеть островов, примерно такая же, как была на Клязьме, когда мы останавливались. Если кто смотрел первую серию нашу, то как раз вы это сможете увидеть. Да, здесь место для палатки. Здесь костер, и здесь рядом есть корабль, который гудит и не дает спать. Все как положено. Да. Так что, кто не смотрел сплав Владимир Муром, обязательно посмотрите по Клязьме. Там как раз типа таких же островов, и мы обязательно поснимаем здесь квадрокоптер. Я думаю, будет классно. Водичка, кайф. Сейчас будет интересно. Я думаю, мы обязательно сегодня сварим либо уху, либо кашу, либо еще что-то. Что-то, что нас прям напитает наши организмы и порадует, да? Чего дома у нас нет. Ну, например, БПшечку заварим в конце концов. Или
Ну, я не знаю, ну что еще? Ну, бутерброды там, например, можно сделать. Ну, Судака. да, судака надо, но шансы на судака, на самом деле, они, конечно, призрачны. Призрачны, потому что мест мы не знаем. И сейчас на бум я, конечно, попробую что-нибудь половить здесь. Не знаю, как на троллинг или в заброс тут. Надо, в общем, что-то искать. И сейчас, может быть, я даже поснимаю рыбалку. Ну, короче, нужно много чего делать. Сейчас нужно вещи доставать, нужно разбивать лагерь и идти ловить рыбу по-любому. Пока еще есть время. Блин, ребята, сейчас случилась такая засада, я только что упустил судака прямо около лодки. Видимо, он плохо засекся. Думал, сейчас ухи поедим. И походу облом. Сейчас, конечно, еще попробую. Но не знаю, повезет еще раз так или нет. Судачок-то был, в принципе, неплохой. Ну, грамм 700, наверное. Но нам бы в самый раз. Не, ну а что, ребят? Ну, как бы уха, и, в принципе, уха будет неплоха. Для навара пойдет. А вдруг я больше ничего не поймаю? Дашечка меня ждала с судаком. В итоге я принес всего лишь маленького окунишку. Это все. Как у тебя музыка работает? Да, здесь рядом, вон там какое-то село, там я церковь видел. Поэтому интернет здесь хороший. Режем салатик и одновременно варим уху из одного единственного маленького окуня. Смотрите, что нашел, ребят, на острове. Такая полянка. Здесь столик стоит. И большая полянка, окруженная деревьями со всех сторон. На такой возвышенности. И вот здесь даже зонтик висит. Чей зонтик, можете забрать его здесь. Так, а я, собственно, дрова искал. Тут вот тоже кострище. Видимо, здесь кто-то иногда отдыхает. Но сейчас никого нет. Пойдем дрова дальше искать. Смотрите, ребят, баржа идет. А тут рядом рыба плещется. Вон какая огромная. Метров, наверное, 60. А то и поболее. Вот начало ее. И вот сзади буксир. Он разворачивается. Такая огромная махина проходит по такой узкой речке. Здесь вообще прям речка очень узкая. Потому что я на острове стою. И здесь вот протока.
Всем доброе утро. У нас второй день сплава. Я проснулся и не успел даже записать приветствие, как решил закинуть спиннинг, и уже есть первый улов. Вот такой вот окунек неплохой. В принципе, на уху или на жареху вполне пойдет.